Всем привет! Сегодня у нас интересный расклад про нити судьбы. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу расклад начнем. Итак, единички. Карты читаем парно, и, как всегда, передо мной бумажка с вопросами. И первый, как это отражается на твоей жизни для сигнификации. Ну, знаешь, эти нити черные, они затянули твою анахату и манипулу. Вот перевернутая шестерка кубков, она про то, что ты не можешь выйти из цикла детских обид, а конкретно из-за отца, который постоянно критиковал все твои решения, когда ты маленькая была. И это создало вот эту энергетическую воронку на уровне солнечного сплетения. И поэтому сейчас ты подсознательно копируешь его модель поведения в отношениях. А перевернутая шестерка пентаклей, она добавила как раз денежного проклятия. Ты деньги отдаешь на спасение своих мужиков, там родственников, хотя сама еле-еле сводишь концы с концами. И эти нити, они полностью заблокировали денежный канал. Ты деньги теряешь постоянно. Постоянно чужие долги какие-то оплачиваешь. Не можешь себе, для себя, я имею в виду, накопить даже вот на срочные нужды. Вот твоя корневая чакра, она пробита из-за этого энергообмена. Поэтому чувствуешь постоянную усталость, постоянное чувство отсутствия опоры. Каждое утро у тебя начинается с тревоги. Из-за там счетов, кредитов. Но хотя объективных причин для паники-то нет. И вот эти нити, они тебя также держат в токсичных отношениях с родителем, с матерью. Ты продолжаешь оправдывать ее вот это эмоциональное насилие. Потому что кармическая привязка через вот эту пуповину, она не разорвана. Твои попытки новую жизнь начать, они вот срываются именно в такие моменты, когда ты близка к денежному, к финансовому прорыву. И это прямое следствие вот этих блоков в денежном канале. Что за темные силы плетут эти нити? Ну, знаешь, демон Дикарабия — это у нас, который через, как сказать, через звезду, вот как объяснить? То есть этот демон, он маскируется под ангела-хранителя. Понимаешь? Ангела-хранителя рода. Хотя на самом деле он держит всю женскую линию в денежной зависимости, в финансовой зависимости. А туз жезлов показывает ритуал, который провела твоя бабушка в каком-то там мохнатом году. Она заключила договор с этим демоном ради получения какой-то, плюшки, грубо говоря, да? Но расплатой стало проклятие на 3 поколениях женщин. И сейчас вот этот Дикарабия, он контролирует твои решения через сны. Часто видишь образы монет золотых, старых ключей. Это все его приманки. Темные силы, они вот специально тебя подталкивают там вот к этим невыгодным деньгам. Как объяснить невыгодные деньги? Невыгодные кредиты, да, когда процент большой, а ты берешь. Или траты бесполезны. И он высасывает энергию через твои страхи. То есть, если прямым текстом тебе сказать, то вот он загоняет тебя в финансовую жопу,
И вот из-за твоего состояния, когда тебе становится страшно, что не справишься и так далее, вот он этой энергией питается. А демон подключен через фото бабушки, которая стоит в родительском доме. Отсюда все эти нити и начинаются. Он блокирует твои бизнес-начинания, особенно которые связаны с творчеством. Каждый раз, когда ты пытаешься хобби свое монетизировать, то у тебя всегда возникает какая-то непредвиденная преграда или такая сильнючая апатия, что невозможно. Начать, я имею в виду, что-то невозможно. И вот эти силы, они усиливаются в полнолуние. Ты чувствуешь, хочется лежать и вплевать в потолок, хотя в планах было позавчера там бизнес начать свой. Или у тебя когда выходные, у тебя желание не приумножать свои деньги, а наоборот. Все накопления на ненужные покупки на маркетплейсах. Откуда взялись эти нити, кто их источник? Конкретно откуда? Это программа бедности по мужской линии. То есть, смотри, я объясню. Двойка жезлов, она указывает на мужчину, который в мохнатых годах, когда я говорю в мохнатых годах, то есть давно-давно, больше 50 лет назад, кто-то из мужской линии украл церковные ценности и был отлучен от общины. И его проклятие, оно легло на всех потомках. Мужчины рода деньги теряют, азартные игры и так далее, выпивка. Женщины попадают в это финансовая зависимость, то есть долговое рабство. И десятка пентаклей, она подтверждает, что эта программа семейная. Понимаешь? Черные нити, они из могилок идут. Этого прадеда. То есть к бабушке и так далее и тому подобное. Потому что там проведен обряд привязки, который ежегодно обновляет какой-то родственничек, какой-то дальний родственник. И он специально подкладывает тебе подарки. Или монеты, или что-то такое из кладбища, которое на кладбище побывало, так скажем. Которые ты неосознанно в дом приносишь. Эти нити, они подпитываются через этого человека, и все, а тут больше нечего сказать. А подпитывает еще, деньги занимает у тебя постоянно. Это знаешь, как братишка, который вечно трясет с тебя деньги. Примерно так. Понимаешь? И сейчас эти нити разорвать можно только через чистку родового древа. Понимаешь? Больше никак. Если ты мусульманка, то Аль-Фатиха, Ан-Нас и Аль-Фаляк. В таком же порядке. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. По сигнификации как отражается на твоей жизни то, что нити черные плетут вокруг твоей судьбы. Тут сразу видно. Они тебе доступ перекрыли к силе сакральной чакры. Солнце, я объясню. Смотри, оно показывает, что внешне ты вся в лучах. Проекты ты начинаешь, люди тянутся, картинка идеальна. А внутри жрица. Она держит тебя в режиме этого вечного ожидания. Ты застряла между «надо радоваться» и «чувствовать не могу». Между этими двумя. Эти нити, они высасывают из тебя эмоции, оставляя пустоту только. То есть внешне жизнь вроде хорошая, а радоваться не можешь. Просыпаешься уставший, хотя спишь нормально, да?
Мечты какие-то тусклые стали, как будто кто-то поставил вот фильтр на твои желания. Да и вообще желаний-то нет. Особо, я имею в виду вот желание поспать, поесть и все. А какого-то такого вот, как сказать, высокого желания, мечты, фантазии нет уже. Даже когда что-то хорошее случается, ты не можешь прочувствовать это до конца. Как будто на свою жизнь смотришь через вот толстое черное стекло. И самый страшный момент тут — ты начал сомневаться в своих же решениях. Раньше тебя интуиция вела четко, да? Теперь каждый шаг вперед, он дается тебе через силу. Эти нити, они работают как блокировщик, как блокиратор. Они не дают энергии подняться из, как говорится, с низших энергий на высшие. Отсюда у тебя и чувство разобщенности. Голова одного хочет, тело тянется к другому, а сердце молчит. Сердце спит. Ты стала чаще болеть. Хотя раньше ты крепкой была, потому что эти нити, они по иммунитету бьют через заблокированную сватхистану. И главное, ты перестала знаки видеть. Вот раньше ты как? Идешь, и тебя вот преследуют 2-2-2, 1-1-1, а сейчас пофигу. Сейчас нет этого ничего. Все вселенские подсказки, они мимо проходят, потому что нити опутали твой третий глаз вот этой плотной пеленой. Что за темные силы плетут эти нити вокруг твоей судьбы? Ну, тут дело в кармическом долге перед женщиной. Ну, я имею в виду из прошлой жизни. Королева кубков — это вот та самая душа, которую ты невольно предала вот в прошлом воплощении. Она была или твоей сестрой, или подругой близкой, ну, как сестринские энергии. И ты выбрала спасти себя вместо нее. Теперь ее обида, она вот материализовалась через тройку кубков. То есть это твои нынешние якобы подружки. Подружки-змеюшки, вот так назовем. А конкретнее, если, то это та девушка из твоего окружения, которая всегда якобы случайно опаздывает, когда тебе помощь нужна. Или забывает твои важные даты. Это вот как раз это и есть проводник той кармы. Она не осознает свою роль. Нет, это несознательно она делает. Но ее неуверенность и ревность к твоим успехам, они подпитывают нити вот эти. Как работает это все? Вот смотри, каждый раз, когда ты ей доверяешься, да, там в любом чем-нибудь, она подводит тебя. Даже вот мелочь вроде, но подводит. Например, там опоздала на 5 минут, да, и вот это вот всякое такое. Старая рана из прошлой жизни, она открывается. И вот эти микротравмы, они сплетаются вот в эти самые черные нити, которые душат твою энергетику. Причем корень в том, что ты до сих пор не отработала вину. Ты не отпустила ту ситуацию и себя не простила. А та вот женщина из прошлого воплощения, она сейчас тоже здесь, вот в твоей реальности. Это как там, как старшая коллега, как дальняя родственница, понимаешь? Она не агрессивна, нет, но ее холодность и отстраненность от тебя, они постоянно напоминают тебе о этом долге. Это не порча, это не сглаз, это просто неразрешенный кармический узел, который тянется через, как говорится, века, десятилетия. Какой совет? Двойной удар нужен. Смотри, нужна энергетическая чистка и вот кармическое покаяние. Я объясню. Вот смотри, паш мечей, он логики хочет. Понимаешь? Возьми лист, выпиши вот туда всех женщин, после вот общения с которыми тебя там трясет, в сон клонит. Это твои якоря. И первое, что сделать, перестать с ними делиться чем-то личным. Хотя бы вот на 40 дней хотя бы. Даже если совета просят, отвечай вот типа там «не знаю», да, уклончиво отвечай. А вот туз кубков, он говорит, что тихое место найди у воды.
Там река, озеро, даже, может быть, там, если зима, да, на улице, ванна с солью. Понимаешь, ну, вот эти солевые, эти, есть же бомбочки солевые, как их называют, не знаю. Ну, ванна для соль. Ой, все, заговорился. Соль для ванн. И вслух скажи: я возвращаю тебе твою боль, и имя назови женщину мысленно. Наши пути расходятся. Я свободна, ты свободна. И это 7 раз говори. Затем вот этот список, который ты написал, вот этих подруг, да, не читая, сожги. Просто вот брось в огонь со словами там «превращаю уроки в пепел». Понимаешь? И каждое утро вот такое упражнение делай. Ладони ставь на низ живота, не туда, куда ты подумала, да, а где вот пупок пониже. И резко выдыхай с таким звуком, таким вот, как сказать, вот, как вот животом вот так выдыхай, вот так вот. Это разрывает нити в сакральной чакре. Понимаешь? И главное, начни благодарить себя вслух за каждую мелочь. Пьешь кофе, например, скажи спасибо, что я попила сегодня кофе. Смотришь в зеркало, спасибо за сегодняшнюю силу. Понимаешь? Это перезапишет программу жертвы, потому что сейчас у тебя программа жертвы. Через 3 недели, там, 40 дней обычно, нити ослабнут. Кто в исламе, вам не нужно объяснять про 40 дней, а вам Аль-Фатиха, Ан-Нас и Аль-Фаляк. Те, кто других эгрегоров, я вам сказал, что делать. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Черные нити опутали твою судьбу. Как отражается на твоей жизни для сигнификации? Ну смотри, они тебе доступ к энергии манипура перекрыли. То есть третья чакра, которая за личную силу отвечает. Вот 8 жезлов, она показывает хаосные, не хаосные, а то на разных языках же выходит, не поймете. Не хаосные, а вот хаотичные удары по твоей вот стабильности. Ты постоянно тушишь пожары в своей жизни. То долг срочный, да, из ниоткуда появляется. То там техника ломается в самый важный момент. То люди сливаются в ответственный день. Вот туз мечей — это ментальная атака. Ты просыпаешься с чувством тревоги. Мысли путаются, а ночью вообще уснуть не можешь из-за вот этих навязчивых сценариев провала. Физически, если, это по желудку бьет. Кислотность повышается, это вот, как сказать, вот тошнить начинает. Вот ни с того ни с сего вдруг так вот подкатывает. Хотя вроде все нормально. Аппетит пропадает. Проблемы из прошлого. Вот когда ты взяла долг какой-то женщины, у подруги, скорее всего, и эти деньги, они были заряжены вот на зависть. Понимаешь, не на зависть, а эта женщина, у которой ты взяла, она завистливая, понимаешь? И сейчас нити, они вот опутали твои финансы. Зарплаты задерживают, карты там блокируются, покупки нужные дороже запланированного выходят. А у той женщины, наоборот, все вроде как наладилось. И вот сейчас ты стала избегать звонков, встреч, потому что ты подсознательно чувствуешь энергетических вампиров. Коллега постоянно тебе жалуется, там вообще на какую-то свою жизнь вне работы.
Соседка с якобы добрыми советами и вот эти вот, знаешь, вот как тебе объяснить? У меня вот все в голове картинка, и мне нужно это тебе сказать. А как сказать, не знаю. Вот смотри, лифт, там твой дом или лестничная, это как ее, клетка, да? Ой, лестничная площадка. И вот, знаешь, такие ядовитые «здравствуйте». Вот как тебе объяснить? Ты, наверное, меня сразу сейчас поняла. Вот это, вот, знаешь, ядовито или не здороваются, или такое ядовито «здравствуйте». Те, кто сейчас слушают меня не на кураптоновском языке, они ничего не поняли, не поняли. Но ядовитое «здравствуйте» или вообще не здороваются. Понимаешь? Это все подпитывает вот эти нити, усиливая вот это твое ощущение ловушки. Что сделай? Квартиру свою проверь, найдешь комки пыли. Понимаешь? Вот как в форме узлов или вот черные нитки на пороге. Это вот признак магического воздействия через предметы, которые тебе там дарили с двойным смыслом. Что за темные силы плетут эти нити вокруг твоей судьбы? Ну, тут знаешь, что дело в твоей родне. Король Пентаклей — это старший мужчина в семье. Это может быть дед, крестный, который вот связан с твоими деньгами. Он когда-то заключил договор. То ли с твоей матерью, то ли с твоей бабушкой, но условия не выполнил. И теперь его кармические долги, они на тебя перешли. И семерка меча, она показывает, что он использует, как сказать, не хитрожопость, а вот, как сказать, вот гнусность, вот невкусно слово. Вот как тебе объяснить? Подковерные игры, такие хитрожопые, через там вот это все, понимаешь? И этот человек, он вот привязал нити к твоей дате рождения через какой-то ритуал, возможно, подсознательно даже, и ты чувствуешь его влияние. Например, когда этот человек звонит или ты его видишь, у тебя вот озноб, да, руки холодеют. После разговора с ним голова болит, затылок особенно. Не затылок, как называется, темечко. Его цель — это выжать из тебя ресурсы. И он провоцирует тебя на всякие невыгодные вложения, подсовывает якобы уникальную возможность, уникальную работу, которые просто оказываются пустышкой. И за последние года, да, ты несколько раз уже на его удочку попадался. То деньги переводил на какие-то срочные нужды, которую он сам же и создал. Это ты его как бы вытягиваешь, помогая, но все пустышка. Понимаешь? Какой совет? Сжечь родовые привязки к нему. Иерофант, он показывает вот на обряд. Вот как сказать, возьми свою фотографию, на обратной стороне пишешь вот полные имена 3 поколений родни по мужской линии и отнеси в храм. Пусть там этот, как его, проповедник, как он у вас называется-то, ну, батюшка и так далее, прочитает над ней вот молитву. А потом зажги эту фотографию от свечи церковной. Пепел закапываешь под сухим деревом, где-нибудь за городом. 4 кубков, она про то, что ты игнорируешь знаки защиты. Твой ангел-хранитель, он посылает тебе сны с ключами. Закрытые двери, старые альбомы — это твои сны. Это вот старое. И ты списываешь это, я устала просто. Перестань трубку брать, когда звонит вот этот мужчина, от которого руки холодеют. Потому что, так надо. Зачем мне тебе объяснять, зачем это? И вот первые 40 дней
у него будут истерики, возможно, угрозы, но нити потом ослабнут. Понимаешь? И вот еще есть такой обряд: руки нужно мыть до локтя прям ледяной водой. И это обрывает каналы энергетические. И выброси все подарки от него. Особенно, которые связаны с металлом. Это вот украшения, вот эти рамки для фото. Если через месяц ты найдешь у порога монетку, копеечку, цент, я не знаю, неважно, в какой стране ты меня смотришь, голыми руками не бери ее. Заверни в платочек, ткань какую-нибудь и выкинь в воду, в реку, в унитаз не смывай. Это вот как раз будет проверка, как только ты избавишься от страха обидеть семью. Нити, они сами распадутся. Если ты из ислама, то тебе вот это ничего не надо. Еще раз повторяю, тебе Аль-Фатиха, Ан-Нас и Аль-Фаляк. И всегда помните, что дед всегда рядом.